Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня по вашим просьбам приготовлю вишневую начинку. Она получается вкусная, сочная и стабильная. С такой начинкой вы сможете приготовить любую выпечку, пирожки разной формы, ватрушки, плетеные рулеты, пироги, открытые, закрытые, песочные или дрожжевые. Я же сегодня приготовлю пирожки, мягкие, воздушные, на быстром дрожжевом тесте. Здесь у меня 500 граммов вишни, она уже без косточек, сахар и кукурузный крахмал. Готовить я буду вот такой вот сковородке. Это нержавейка с толстым донышком. Подбирайте такую посуду, чтобы начинка не пригорала. Высыпаю сюда вишни. Здесь немного сока. Добавляю половину сахара. И оставлю на некоторое время. Подожду, пока появится немного сока. Потом поставлю на небольшой огонь. Ну а в это время к оставшемуся сахару добавляю крахмал и хорошо перемешиваю. Так, сока уже достаточно, можно отправлять на небольшой огонь. Огонь сделала небольшой для того, чтобы вишня не так быстро закипела. За это время выделится побольше сока и полностью растворится сахар. Это важно учитывать тогда, когда у вас не 500 граммов вишни, а килограмм или больше. Смотрите, сколько выделилось сока, и он уже скоро закипит. Варить вишню не надо, только довести до кипения. Аккуратно перемешиваю, чтобы все вишни равномерно прогревались. И когда замечаю вот такое вот легкое кипение, выключаю огонь, высыпаю сюда сахар с крахмалом и хорошо перемешиваю. Снова включаю огонь, делаю его небольшим и продолжаю варить начинку. Сразу от крахмала она побелела, но цвет обязательно проявится. Она получится яркая и красивая. Время от времени аккуратно помешиваю, чтобы не сильно давить вишни. Доведу ее до кипения и проварю 1 минуту. Обязательно ее надо прокипятить, чтобы сработал крахмал и загустил начинку. У меня на канале уже есть приготовление вишневой начинки. С ней я готовила дрожжевой пирог. Но там крахмал я смешивала с соком. Но можно приготовить и таким способом. Так я готовила клубничную начинку, только здесь другие пропорции сахара и крахмала. Вишня более кислая, поэтому сахара я беру больше. Из-за сахара получается больше сока, значит и крахмала надо взять немного больше. Видно, что начинка становится гуще. Аккуратно помешиваю, чтобы она не подгорала. Так, время от времени останавливаюсь, проверяю, не начинается ли кипение. Вот смотрите, появляются бульки, как на заварном креме. Начинка начинает кипеть, засекаю время и проварю ее 1 минуту. Конечно, иногда помешиваем. Смотрите, какая она получилась яркая, белый цвет ушел. Начинка готова. Теперь ее надо остудить. Это можно сделать постоянно помешивая или же затянуть контакт пищевой пленкой. Но лучше всего ее готовить заблаговременно, допустим, за день раньше. Она хорошо выстоится, застынет и будет очень удобной в работе. Все, отставляю ее в сторону, а сама займусь тестом. Замес теста я оставила за кадром. Это у меня водолаз или утопленник. Все называют по-разному. Посмотрите, какое оно пористое. В выпечке оно очень воздушное, нежное и долго-долго не черствеет. Недавно на канале было подробное приготовление этого теста, многие его уже попробовали. Это видео вы сможете найти по ссылочке, она сейчас появится на экране. И в описании над рецептом обязательно оставлю тоже. Тесто делю на 18 пирожков. Вес каждого кусочка будет чуть меньше 60 граммов. Теперь подкатываю в плотные гладкие шарики. Я это делаю на столе, а вы делаете так, как вам удобно. Вот такие вот получаются гладенькие. Зажимаю тесто в руках и, прижимая руками к столу, прокручиваю. Обхватываю пальцами кусочки. Получаются вот такие вот шарики. Немного сверху смазываю маслом. Накрываю, чтобы оно не заветривалось, и оставляю минут на 10. За это время клейковина расслабится, тесто отдохнет и будет более послушное в работе. Тесто подошло, можно делать пирожки. Раскатываю все кусочки сразу, потому что все они пойдут на один листик.
Если вы разделите их на 2 листа, значит раскатайте столько, сколько вы выпекаете на одном листике. Сделайте первую половину, а потом раскатывайте вторую. Раскатываю в большие круглые лепешки, чтобы можно было побольше положить начинки, чтобы начинкой не вымазать краешки теста. Посмотрите, какое послушное тесто. Лепешки не стягиваются. Какими я их сделала, такие они и остаются. Если на вашей муке все-таки лепешки стягиваются, дайте им немножко полежать и раскатайте второй раз. После второй раскатки они хорошо сохраняют свою форму. Теперь раскладываю начинку. Набираю по полной чайной ложке с горкой и сразу раскладываю на все кусочки теста. Смотрите, как она хорошо сохраняет свою форму, не растекается. Немного начинки осталось, добавляю туда, где ее получилось меньше. Все, вся начинка разошлась, можно лепить пирожки. Беру тесто, немного растягиваю, совсем чуть-чуть, чтобы его стянуть над начинкой. Закрепляю сразу в середине. Теперь краешки. Старайтесь, чтобы между тестом не попала начинка. Тогда шовчик будет более крепкий. Хорошо защипываю. И краешки немножко подтягиваю к середине. Получается вот такой вот узелочек. Еще раз пройдусь по гребешку. Он должен получиться тоненький. Не надо сюда собирать много теста. Теперь этим гребешком закрываю шовчик. Поворачиваю его в сторону. Переворачиваю пирожок. Вот такой вот он получается гладкий, ровный и красивый. Вот посмотрите, как здесь много начинки. Растягиваю тесто, закрепляю посередине. Теперь краешки и хорошо прохожу по гребешочку. Покрепче его сдавливаю. Подтягиваю краешки к середине. Еще раз зажимаю пальцами. И поворачиваю этот гребешок в сторону. Закрываю шовчик. Вот такой вот получается пирожок. Главное, не наливайте много масла на стол. Я его один раз сбрызнула и достаточно. Если тесто у вас будет не жирное, оно очень хорошо склеивается. И также следите, чтобы начинка не попала между тестом. Вот так вот я разложила пирожки на расстоянии, чтобы им было куда подойти. Накрываю пленкой и оставляю где-то на полчаса. Но время может быть разное, все зависит от того, насколько тепло у вас на кухне. Пирожки подошли, смазываю их разведенным желтком, к нему я добавила 2 чайные ложки воды. Хорошо размешала. Сейчас на экране появится ссылка на приготовление смазки для красивой колеровки. Как правильно ее приготовить, смазать и когда выпекать, чтобы колеровка получилась яркая и блестящая. Обязательно зайдите, посмотрите, и ваша выпечка будет более красивая. Так, смазываю аккуратно, не надавливая на тесто, чтобы не посадить пирожок. В вот таком вот виде оставляю их, ничем не накрывая. Позаботьтесь, чтобы не было сквозняков, чтобы смазка сразу не схватилась корочкой, чтобы пирожки еще немножко подошли. В это время включаю духовку на разогрев, температура 180 градусов. За 10 минут духовка нагреется, смазка на пирожках подсохнет и буду выпекать. Если ваша духовка греется дольше, значит включайте ее раньше. Пирожки испеклись, выпекались они 20 минут при температуре 180 градусов, средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. Посмотрите, какие они румяные, яркие и блестящие. Видно, что начинка нигде не повытекала. Немножко остынут и посмотрим, как пропеклось донышко и какие они внутри. Они только-только из духовки, но уже видно, какие они мягкие. Посмотрите, нет твердой толстой корочки. Пирожки пышные, воздушные. Пирожки немного остыли. Перекладываю их на решетку. Вот посмотрите, какое у них донышко. В таком виде оставлю их до полного остывания. Ну а теперь давайте посмотрим, какие пирожки внутри. Смотрите, как пропеклось донышко. Видно, что шовчик закрыт, начинка не вытекает. Тесто очень мягкое. Посмотрите, как много начинки. Ровный слой теста сверху, снизу. Видно, что оно пышное и воздушное. Если вы еще не пробовали этот рецепт теста, обязательно попробуйте. Выпечка очень долго не черствеет.
Посмотрите, какое оно мягкое. Ну и давайте посмотрим, сколько там начинки. Вот, посмотрите, какая красота. Начинка вся внутри. Видно, что она сочная. Пирожки получаются очень вкусные. Готовьте с удовольствием. Я уверена, что эта начинка вам понравится, рецепт у вас приживется, и вы приготовите с ней очень много разной вкусной выпечки. Радуйте своих любимых и приятного вам чаепития. Ну а если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо вам огромное за лайки, комментарии. Всем пока, всем удачи!